Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание ангелу-хранителю. Поговорим о том, почему ангел-хранителем является лучшим другом для каждого из нас и даже ценным подарком нашей судьбы. Как правильно быть с ангелом-хранителем, как с ним общаться. Это очень важная информация, особенно сейчас, в такое вот тяжелое и непонятное время для многих людей. Поэтому обязательно просмотрите до конца это видео, и вы много узнаете с этого видео, много полезного и интересного. Вы знаете, у каждого человека в жизни есть свой ангел-хранитель. Мы об этом все знаем, понимаем, но в какие-то такие критические моменты своей жизни, к сожалению, забываем о нашем други и помощники, потому что ангел-хранитель, он помогает избавиться и оберегает нас от неприятностей, он помогает обойти стороной неприятные жизненные моменты, он оберегает и подсказывает, как поступить. У каждого он свой, у кого-то это кто-то из членов семьи, у кого-то это просто прохожий, который в этот момент находился рядом, а у кого-то это даже близкий друг. Поэтому, если ваш друг соответствует хотя бы нескольким из ниже перечисленных знаков, значит, берегите такого человека, так как он неоднократно помогает вам в жизни. И именно такой человек ведет вас по жизни, благодаря ангелу-хранителю, благодаря высшим силам. Кто же это такой человек? Вы знаете, с появлением такого человека в вашей жизни вы начинаете чувствовать себя комфортно. Вам с ним легко общаться. Он, знаете, в какой-то степени дополняет вас. Вы еще не успели что-либо сказать, например, что у вас на душе, что вас тревожит. Но этот человек начинает правильно подбирать слова, и хотя вы в этот момент еще молчите, а он уже знает, что вам ответить, какие слова подобрать, чтобы, например, у вас даже улучшилось настроение, а плохие мысли покинули вашу голову. И вот это все происходит именно на тонком, на энергетическом уровне. С появлением такого человека ваша жизнь может измениться кардинально. Она приобретает новые яркие краски, положительные моменты. Такой человек всегда знает, что сделать для того, чтобы улучшить ваше настроение, для того, чтобы вы не грустили. Он знает, когда нужно рассказать, например, вам веселую историю, пошутить, а когда просто помолчать, сидя рядом. Ведь не всегда для того, чтобы человек чувствовал поддержку, с ним нужно разговаривать. Часто от близкого человека хватает и прикосновения, и просто даже взгляда. Например, вы в любой ситуации приходите к такому человеку. Будь это, возможно, какой-то грустный момент, тяжелый момент или радостный. Знаете, или приятное, неприятное какое-то событие, которое произошло в вашей жизни. И вы этому человеку хотите рассказать побыстрее о том, что произошло. Так как знаете, он и не осудит вас, если даже вы и сделали что-то неправильно. И всегда порадуется за вас, когда произойдет приятное событие. А ведь радоваться за другого человека непросто. Это чувство присуще далеко не всем людям. И даже близкие люди не всегда готовы порадоваться за другого человека. Такой человек всегда и в любой ситуации вас поддержит. Когда у вас происходят какие-то определенные жизненные события, и в этот момент от вас могут все отворачиваться. Он всегда будет находиться такой человек рядом, не предаст вас, он не бросит, а в нужный момент и оградит вас от всего окружающего мира, который в этот момент, кажется, тоже ополчился на вас. И вам легче будет совсем справиться, и эти жизненные всевозможные неприятности очень быстро отойдут на задний план и больше не будут доставлять вам неудобства. А все потому, что в этот момент вы почувствовали поддержку, вы почувствовали заботу, и этот человек подпитывал вас положительными энергиями, не давая вам навредить. Такой человек всегда проследит, чтобы в моменты отчаяния вы не сделали неправильный или опрометчивый шаг. Направит вас в полном направлении, и, послушавшись его, вы очень быстро найдете выход из сложившейся ситуации, и она не будет вам казаться такой страшной. А там и увидите новый жизненный поворот, свернув по которому вам будут сопутствовать хорошие и приятные события. Вы на энергетическом уровне с таким человеком имеете очень крепкую связь.
Он будет чувствовать, что в этот момент вы нуждаетесь в нем, и обязательно, даже если вы не ждете, появится в вашей жизни и поможет справиться со всем происходящим. Поможет оттолкнуть от вас любые негативные энергетические потоки и избавиться от сложившейся ситуации. Его не нужно ни о чем просить, он сам вам предложит помощь, а часто и сделает сам так, чтобы вы и знать не знали, почему произошло это положительное изменение, и почему ваша жизнь так резко улучшилась, так резко кардинально изменилась. Также вы понимаете, что вам комфортно проводить много времени вместе. Вам не хочется расставаться, вам постоянно есть о чем поговорить. Знаете, вот как бы вы ни были вместе, вы постоянно есть о чем обсудить, поговорить. Появляются какие-то новые интересы, общие дела. Вы чувствуете себя сильным, находясь рядом с таким человеком. И ничего не боитесь, ведь знаете, что вам есть на кого положиться. Что такой человек вам поможет и поддержит вас всегда. Ваш ангел-хранитель, знаете, он постоянно хочет вас защитить от окружающего мира. Он старается всегда подставить свое плечо и не допустить чего-либо вмешательства в вашу жизнь. Он знает, что вы совсем точно справитесь, но он не хочет, чтобы вы проходили через это самостоятельно. И таким образом он постоянно будет находиться рядом. Такой человек никогда не будет осуждать вас и не позволит другим людям делать это. Такой человек уважает вас и любит только за то, что вы есть. А это самое важное, что только может быть. Многие люди находятся возле нас потому, что им выгодно и комфортно, что мы есть в их жизни. Но они никогда не будут близкими, так как такое общение не искреннее и притягивает негатив. А когда накапливается много негатива, начинаются ссоры, выяснение отношений, и в результате люди перестают общаться. А вот если все это искренне и чистосердечно, то знайте, что такие отношения с каждым днем будут больше и больше окружаться положительной энергией и становиться крепче. Если возле вас находится такой человек, обязательно цените его. Не забывайте говорить ему благодарность, спасибо за то, что он есть в вашей жизни. Ведь он в ней только потому, что вы вот такой замечательный человек. И с его присутствием у вас все будет становиться только лучше, только интереснее. Поэтому никогда не игнорируйте такого человека. Может быть, это у вас даже несколько таких людей, которые находятся в разных точках мира. При этом вы могли познакомиться по непонятным, возможно, для вас обстоятельствам. Вы даже не понимаете, почему этот человек часто звонит вам, приходит к вам. Именно искренне, по-настоящему. Он не завидует. Возможно, такой человек вообще живет, знаете, вот в таких вот не сильно современных условиях. Но он каждый день переживает, он каждый день звонит вам, общается с вами. Знаете, таким образом ангел-хранитель вам посылает на материальном уровне человека, с которым вы бы могли бы пообщаться, вы бы могли бы поговорить о тех, возможно, важных моментах вашей жизни. Поэтому, друзья, всегда те люди, которые есть в вашей жизни, которые вас окружают, которые вам помогают в тяжелые моменты. Знаете, когда у вас хорошие моменты, когда вы при деньгах, вы успешный человек, у вас есть связи, у вас очень много будет всегда друзей и знакомых. При этом они будут появляться, как грибы после дождя. Но как только у вас происходят определенные события, которые ведут какие-то нехорошие моменты вашей жизни по разным причинам, в этот момент и появляется этот великий человек, который может вам помочь, который может изменить вашу жизнь кардинально. Поэтому, пожалуйста, всегда будьте с такими людьми. Возможно, это ваши родители, возможно, это ваша сестра, возможно, это быть человек, с которым вы с самого-самого детства. Но, конечно же, в этом всем есть и люди, которые могут вам завидовать. Завидовать той завистью, что им что-то не нравится, они чем-то недовольны. Поэтому всегда будьте очень внимательны и осторожны по отношению к другим людям. Друзья, и всегда очень важно, чтобы вы обращались к своему ангелу-хранителю. Есть достаточно много различных молитв, просьб, когда вы можете в любой момент обратиться. Обратиться в тот момент, когда вам тяжело.
Поэтому даже если в вашем окружении есть люди, которые вам готовы помочь, вас поддержать, то все равно старайтесь и обязательно своему ангела-хранителю благодарить, делиться с ним, советоваться, просить помощи, просить поддержки, потому что это очень важно. Друзья, мы надеемся, что эти советы и эти рекомендации были важны и полезны. Берегите себя. Мирного желаем всем, мирного и голубого неба над головой. И, друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами услышимся уже, друзья, в следующем видео.